Всем привет, с вами Руслан на связи, и у нас важная информация для граждан Украины. С 5 июня 2024 года перестают действовать временные меры, которые позволяли гражданам Украины въезжать в Ирландию без действующего биометрического паспорта. Ребятки, поясочек затягивается еще туже. Сейчас мы подробно все рассмотрим и обсудим эту новость. Ребята, сервис профи для моих подписчиков отключил комиссию. Ребята, вы понимаете, до 30 июня 2024 года, если вы регистрируетесь по моей ссылочке, вот она, переходите, и если вы отправляете более 100 евро или эквивалентную сумму в любой другой валюте, то есть там в злотых, в кронах и так далее, то профи доставит ваш перевод с комиссией 0. То есть вам нужно всего лишь зарегистрироваться по вот этой моей ссылочке, и до 30 июня любой ваш перевод, который эквивалентен 100 евро и более, да, будет с комиссией 0, то ли 0, только для моих подписчиков. Переходите и переводите деньги выгодно. А также, ребята, не забывайте, пожалуйста, про подписку. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите получить от меня эксклюзивный контент, а также консультации, закрытый чат, то становитесь спонсором моего канала. Всем Пожалуйста, вот уже привет, снят ролик для с спонсоров вами первый. Руслан на связи. Становитесь спонсором, не стесняйтесь. Вы можете выбрать любой вид спонсорства и оформить его. Это очень важно для развития канала и для меня лично. Спасибо каждому за любое из этих действий. А мы продолжаем. Знаете, потихоньку игра в стулья, да, и стульев все меньше. Знаете, когда игра, когда стулья по кругу выставляют, да, а стульев меньше, чем людей. И вот только что Ирландия еще один стульчик убрала, а людей меньше, как бы, мне кажется, не стало. С 5 июня 2024 года все люди, у которых просроченные паспорта, либо внутренние паспорта, то есть украинцы, не смогут теперь въехать обратно в Ирландию. Если вы сейчас находитесь в Ирландии и у вас просроченный паспорт, либо у вашего ребенка, да, либо вклеена фотография вашего ребенка, то есть по факту у него нет паспорта, да, то, как я понимаю, это объявил, кстати, это официальное заявление Департамента юстиции, да, и миграционной службы, то есть это все в комплексе, они сделали этот апдейт. То есть вы сейчас находиться можете, но только вы пересечете границу Ирландии, то есть уедете, да, на пароме, либо на самолете, то есть все, назад вы вернетесь и вас уже не впустят. То есть это должны быть какие-то у вас особые, да, экстренные какие-то случаи, чтобы вас пустили. Как в чатах люди пишут, например, а если мы оформили, да, паспорт, и он уже едет, да, но мы находимся в Украине, а мы оформили его дипломатической почтой, и он едет уже в Ирландию, то есть в посольство Ирландии. То есть по факту человека, да, паспорт есть биометрический, но он уже едет в Ирландию, и остановить он его не может, а у него просроченный. А второй получить он не может, пока не получит первый. Вот такие вот проволочки, и так вот люди получатся в подвешенном состоянии. Что таким людям делать, конечно, пока мест непонятно. Но как по мне, таких людей можно впустить, да, потому что по факту паспорт у него есть. Если он предоставит все свои документы, да, покажет, что реально у него есть, то, ну, он сделал паспорт, да, то я думаю, можно все-таки исключения какие-то делать. Но, как я сказал, игра в стулья, да, один стульчик еще убрали. Как видите, уже первый апдейтик есть. При этом еще выборы не прошли, ребята. Выборы только вот в эту пятницу будут. И вот после выборов будет все самое интересное. Начнется. То есть все, еще раз, кто был в розовых очках и с шапочкой из фольги, который кричал, что дадут там и гражданство, и все раздадут, ребятки, ничего этого не будет. Март 25 года. Возможно, будет какой-то переходный период, легкий для украинцев, еще каких-то полгодика добавят, да. Все остальные, пожалуйста, покиньте территорию, то есть покиньте наш остров, потому что вы не сможете себя здесь сами прокормить, не сможете платить за жилье и так далее. Но мы поговорим, обсудим эту тему, да, по поводу паспортов, ребята. В соответствии с разделом 4 закона об иммиграции Ирландии в 2020
2004 года все граждане третьих стран, включая украинцев, которые едут в Ирландию, должны иметь действующий биометрический паспорт. Вообще, как вы знаете, Ирландия, она не входит в Шенген, и по факту она такая была закрытая страна, да, то есть для людей, тех, которые не живут в Евросоюзе, попасть сюда было очень проблематично, да, сложно, то есть у вас должен быть work permit, либо work skills, приехать туда как туристам тоже нужно было получать визу, доказать, что ты как бы соответствуешь критериям, да, и что ты приезжаешь сюда не, ну, как многие, да, делают, приезжают туристам там, потом остаются, то есть, ну, вы знаете все эти схемы, да, то есть было сюда сложно попасть в прямом смысле. Как вы понимаете, что как только Ирландия еще закроет доступ, да, то есть безвизовый украинцам, то вообще получается, что уже новые беженцы, мигранты и так далее не смогут сюда украинские приехать. А все идет к этому, потому что безвиз отменили когда? Когда началась война. То есть это просто такой бонус, чтобы людей впустить на 3 года, то есть на временную защиту, потому что другого пути не было. Представляете, если каждому еще одобрять визу, то есть это было, ну, этот механизм и просто работал бы с такими турбулентностями, что, я не знаю, впустили бы максимум пару тысяч, потому что тут все медленно. И они максимально все упростили для украинцев, чтобы они могли въехать. И вот первый звоночек уже есть, да, общая информация. В рамках экстренного реагирования на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году Ирландия временно приостановила требования биометрического паспорта для граждан Украины, желающих въехать в страну. Ну вот о чем только что я и говорил. Ну, как вы понимаете, это временное решение было, что можно было пускать по внутреннему паспорту, по просроченному, детей можно было пускать по свидетельствам о рождении. Все, тенденция в Европейском Союзе идет к тому, что все страны уже все это отменяют, то есть максимально, да, то есть все идет к тому, что скоро будет как было до войны, только рабочая виза, либо в Шенгене по безвизу 90 дней вы могли находиться. Все. Вот в 25 году, я думаю, все это обратно вернется на круги своя, да, то есть будет все так, как было до войны. Потому что, ну, защита 3 года. Будет выборы сейчас в Европарламент. 99%, что единого решения по продлению не будет, потому что вы знаете, что чтобы в Евросоюзе какое-то очень важное решение, да, изменение произошло, нужно голосовать единым фронтом. Все страны должны быть за. Если одна хотя бы против, то решение не принимается. Как вы знаете, в Евросоюзе сейчас нету сплоченности. Есть некоторые страны, которые уже, ну, против многих инициатив, которые пытаются сделать для украинцев, либо продление инициатив для украинцев. Так что хорошего после 25 года, после марта ждать не нужно. А нужно подготовить себя к тому, что будет еще хуже. Ну, не то, что хуже, просто все, как говорится, плюшки, все какие-то бонусы просто отменят. И когда до войны мы были обычными украинцами, которые могли въехать по безвиз в Евросоюз, да, либо по рабочей визе работать, вот то же самое сделать. Просто уберут то сейчас, что, как говорится, называется VIP-обслуживание, это так могу назвать, да. Все. Почему это меняется? То есть Ирландия объясняет, почему это все меняется. В рамках широкомасштабного чрезвычайного реагирования на вторжение России в Украину Ирландия приостановила требования к украинским гражданам иметь биометрический паспорт для поездки в Ирландию. До сих пор в случае отсутствия действительного биометрического паспорта для подтверждения украинского гражданства человек можно было использовать другую документацию, например, биометрический паспорт с истекшим сроком действия, либо внутренний паспорт. Говорят, некоторые даже там и права подходили, то есть, я же говорю, детям свидетельство о рождении, то есть в прямом смысле любые документы, подтверждающие, что вы украинский гражданин, все, и всех пускали. Сейчас все это уже поменялось. Это способствовало быстрому реагированию и возникшем кризисе и гарантировало, что многие люди, которые не смогли получить доступ к своим проездным документам или продлить их, все равно могли бежать в безопасное место. Ситуация изменилась с момента начала войны. Вот это вот, видите? Вот. Последнее, понимаете, последнее предложение. Европейцы так всегда делают. Они расписывают все хорошо, все культурно, объясняют. Но в конце они могут двумя-тремя словами, либо одним предложением, понимаете, охарактеризовать общее видение картины. И вот, пожалуйста, последняя строчка говорит об этом. Ситуация изменилась с момента начала войны.
И важно перейти от чрезвычайного реагирования к более устойчивому. Слышите? Все аккуратно, но все понятно. Уже такого потока нету. В Украине все-таки есть уже даже признано сколько, 4 или 5 областей, которые полностью безопасные. То есть это области на Западной Украине. Они полностью безопасны, это все, потому что там в некоторые области вообще там залетали ракеты всего лишь пару раз за более 2 лет войны. И европейцы это понимают, что люди катаются туда-сюда, и получается уже нету такого потока, нет такой, да, нет такой нужды. Ну, в общем, да, картина такова. И вот получается, что теперь это реагирование будет более устойчивое. То есть уже все более такое понятное, восприимчивое, толерантное еще пока, ну, до 25 года еще есть время, и формулировка будет понемножку меняться, вы понимаете, да, к чему я говорю, как в какую сторону. Все правильно они делают, ну, по-другому невозможно, другого пути не могло быть. Помешает ли украинцам это, да, путешествовать в Ирландию? Нет, большинство граждан Украины путешествуют в Ирландию, имея действующий биометрический паспорт. Гражданам Украины по-прежнему не требуется виза для поездки в Ирландию. Видите, что важно? Виза не требуется, это тоже такой намек. Но как только они уберут вот этот бонус по визе, да, что они разрешили въезжать украинцам без визы, все, следующий шаг это вот этот шаг. Это я вам говорю, как оно будет. С процентом соотношения 99%. Все. Вот это вот закрывается, и все, лавочка в прямом смысле закрывается. Все. Потеряет ли бенефициар временной защиты в Ирландии свою защиту, если у него не действующего биометрического паспорта? Нет. Потому что защита считается не по паспорту, а по желтому листу, либо по ARP-карте, как вы знаете. Нет, это не влияет на статус временной защиты, но бенефициару потребуется действующий биометрический паспорт для повторного въезда в Ирландию, если он намеревается въехать за пределы, ну, штата имеется в виду за пределы страны, да. О чем это говорит? Смотрите, давайте такой примерчик маленький, да, того, что уже произойдет. Многие скажут, что да, у 90 уже, не знаю, 5% у всех есть биометрический паспорт, у большинства все хорошо, но есть люди, которые до сих пор находятся на острове, которые не могут словить слот, мужчины, да, которых уже мужиков, да, призывного возраста, их не принимают, да, не будут принимать от них заявки в посольствах, да, без того, если они не обновили данные, если у них там нету всех этих документов обязательных. То есть смысл чего? Это все делается для того, чтобы немножко снизить поток, чтобы людей подготовить к тому, что все-таки все изменится в 2025 году. И что человечек, если выехал, да, он уже понимает, что, вот, например, тут у человека нет паспорта, да, в прямом смысле. Все равно, когда даже ему придется какой-то статус здесь менять, ему придется, ну, все-таки, когда, да, вы захотите здесь жить легально, то, ну, все равно вам нужен обязательно паспорт, подтверждение вашей личности. То есть, даже если вы будете находиться постоянно в Ирландии, да, единственный, как я понимаю, вариант это международная защита, если у вас даже там многие без паспортов сюда приезжают и так далее, говорят, что потеряли документы, то есть в прямом смысле международная защита, да, это выход. Но если вы хотите тут легально оставаться, нормально жить, там получить какой-то work permit, work skills, то вы не сможете без биометрического паспорта это сделать. То есть вы не сможете нормально, легально все оформить как надо. То есть потому что, ну, должно быть подтверждение, кто вы. А если там просрочено, то для Ирландии, да, вы, ну, как бы, не то, что нелегал, но вы непонятно кто, потому что подтверждения нету. А чтобы сделать паспорт мужчине, например, нужно ехать в Украину, да. Заехал в Украину, 99%, что ты уже не выйдешь назад. То есть получается, что какая-то уже прослойка населения в прямом смысле будет в Ирландии, да, в рамках незаконно, да, то есть незаконного уже нахождения в стране, потому что паспорт у тебя просроченный, находиться ты можешь, выехать не можешь, но после 25 года, поверьте, будет обратно, вы не забывайте, что все, кто получил ARP-карту, думаю, вы видели, штамп у вас поставлен, да, City West, и написано, что до какого штамп 4 работает, он до 4 марта 2025 года, и понимаете, чтобы вам тут находиться, вам нужно обратно продлевать этот штамп, то есть ехать, да, а вы едете, например, в миграционную службу, да, там, не знаю, чтобы продлить, они смотрят, и все, вы уже, они не могут вам туда поставить даже продление,
Понимаете? Продление вам не поставят, даже если сделают какой-то же, говорю, переходной период, там могут что-то сделать для украинцев, потому что много людей, да, что-то могут сделать. Но вы не сможете даже уже, если у вас просроченные документы, сделать туда обратно штамп, потому что все же проверяется, чтобы документ соответствовал, был не просрочен и так далее. Просроченный документ, по факту, это не документ для общей картины, да, правил, ну, миграционного пересечения. Было исключение, почему? Потому что полномасштабная война, вторжение, из-за этого все это было сделано. Чтобы упростить поток беженцев, чтобы люди могли вот именно, кто с оккупированных бежал, да разобыл те документы, кто, ну, как ты можешь успеть сделать документ, как ты можешь его переоформить, когда война, да, когда была такая фаза активная. Сейчас уже она по факту все равно не активная, хотя бомбят, дай боже, просто уже скоро ни одной ТЭЦ не останется и со светом беда, да. Но видите, для европейцев уже, как и в Польше, уже и в Чехии с сентября вообще там все полностью привилегии будут вообще аннулированы, можно сказать. Так что и это только начало, потому что 25-й год не за горами. Вот такие вот новости, вот такое вот новое решение. Еще раз повторяю, еще даже не прошли выборы. И все самое интересное нас ждет дальше. Всем добра, позитива, ребята. Живите, а не проживайте. Старайтесь как-то интегрироваться. Не сидите на попе ровно, потому что Ирландия такая страна, которая была всегда закрыта. И она никогда не впускала в большой массе, да, большое количество людей. Поверьте, она будет просто справедлива ко всем. И тот человек, который захочет остаться, он останется. Тот человек, который думает, что останется на авось, да бой прокатит, да оставят, на улицу не выгонят, это ошибочное мышление, суждение, как по мне. Так что старайтесь свой быт здесь как-то наладить. Это лично мой совет, а там уже каждая жизнь, каждый живет как хочет, и все в его руках. Всегда на связи.